Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую кофту-сетку крючком. И я буду использовать пряжу Газал Jeans, это полухлопок. Нам понадобится 2,5 мотка. Крючок 2,7 мм сегодня буду использовать, но его можно заменить на 2,5 или 3 мм. Берем нить и располагаем ее вот таким образом. Заводим крючок под нить и проворачиваем. Теперь, придерживая, набираем воздушные петли. Заводим крючок за нить и вытягиваем через петлю на крючке. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. Теперь нужно набрать цепочку вот такую из воздушных петель, равное обхвату груди, при этом количество вот этих петель должно быть кратно 3. У меня получилось 210 петель. Таким образом, вы прямо этой цепочкой из воздушных петель измеряете обхват груди. Вот такая она у меня получилась. И теперь первый ряд мы будем провязывать столбиками без накида, то есть пока сетку мы не будем начинать. Для этого набираем одну воздушную петлю подъема и заводим крючок во вторую петлю от крючка. Первая, вторая, заводим крючок, подтягиваем рабочую нить, вытягиваем из петли, на крючке 2 петли и мы их провязываем. Заводим крючок за нить и протягиваем через 2 петли на крючке. Далее первый столбик провязали, приступаем ко второму. Заводим крючок за следующую воздушную петлю, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли и мы их провязываем. Далее третий столбик. И так далее до конца ряда, то есть по всем воздушным петлям. У меня получается 210 столбиков. Довязываю последний столбик без накида, последнюю воздушную петлю. Все, теперь приступаем к самой сетке. Для этого в начале ряда набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. После чего поворачиваем вязание, делаем 2 накида, первый, второй, отступая 2 столбика, начинаем провязывать в третий. Отступаем вот первый столбик, второй и за третий вводим крючок. Подхватывая обе стенки столбика, вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас должно получиться 4 петли. Мы сначала провязываем 2. Осталось 3. Провязываем еще 2. Осталось 2 петли. Провязываем их. Все, первая ячейка у нас готова. Набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Далее делаем 2 накида. Первый, второй, отступаем 2 столбика предыдущего ряда, заводим крючок за третий, первый, второй, третий, заводим крючок за обе стенки, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли, еще 2 и еще раз 2. Опять набираем 2 воздушные петли, 2 накида, пропускаем 2 столбика предыдущего ряда, первый, второй, и в третий заводим крючок. Провязываем столбик с 2 накидами. Так продолжаем до конца ряда. Первый, второй, третий. И сейчас будем провязывать последние 2 воздушные петли. Делаем 2 накида. И провязываем последний столбик, он у нас должен находиться вот здесь, над последним столбиком предыдущего ряда.
Все, вот так должно получиться. Далее набираем опять 6 воздушных петель в начале ряда. 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание. И сейчас будет вязать немножко проще тем, что не нужно отсчитывать столбики. Делаем 2 накида и заводим крючок над столбиком предыдущего ряда. Вот он у нас идет. Завожу крючок за обе стенки, провязываю столбик с 2 накидами. Далее опять 2 воздушные петли, как мы делали с вами ранее, 2 накида и столбик над столбиком предыдущего ряда. Две воздушные петли, 2 накида, столбик над столбиком предыдущего ряда. И так продолжаем вязание до конца ряда, и в последующем мы будем вязать также. И провязываю ряд до конца, набираю 2 воздушные петли, делаю 2 накида, и теперь вот здесь, где у нас воздушные петли от начала предыдущего ряда, мы заводим крючок прямо внутрь этой арки, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик с 2 накидами. Все. Далее опять набираем 6 воздушных петель в начале ряда, поворачиваем вязание, делаем 2 накида и заводим крючок за столбик предыдущего ряда. И все так вяжем сейчас на нужную длину до подрезов, то есть до подмышек, ту длину, которую вы хотите. С этой стороны также нужно будет провязать столбик прямо внутрь этой арки. Все, провязала нужную мне высоту. У меня получилось 19 сантиметров, и это 13 рядов сетки. Первый вот этот ряд не считаем. Лучше остановиться на нечетном количестве рядов, для того, чтобы вот этот край у нас был на лицевой стороне. А так количество рядов может быть разное, зависит от вашего роста. После чего нужно петли распределить на все детали. У нас получается 2 полочки, подрезы, это место, где у нас подмышка находится, и спинка. Изначально я набирала 210 воздушных петель. На каждую вот такую ячейку приходится 3 петли, поэтому 210 я делю на 3. Получается 70 именно ячеек. Далее на каждый подрез, у нас их 2, я отвожу по 5 ячеек. Вот здесь я оставила маркеры. И с другой стороны также 5. Таким образом от 70 я отнимаю 5 ячеек от одного подреза, 5 от другого. Остается 60. Эти 60 ячеек мы делим на 2 полочки и на спинку. По 15 на каждую из полочек и 30 на спинку. То есть после того, как вы отнимете петли от подрезов, вы число делите на 4, и по одной части у вас приходится на полочки, то есть у меня получилось 15, 15, и 2 части приходится на спинку. Таким образом, 15 у нас ячеек для полочки, 5 это подрез, 30 это спинка. И, кстати, если нет маркеров, можно использовать просто нитки контрастного цвета. Далее опять 5 подрез и 15 другая полочка. Вы такой расчет можете применить к любому количеству ячеек. Поэтому здесь очень просто рассчитать самостоятельно под свою пряжу, под свои размеры. А если, допустим, у меня получилось 71 ячейка, то я бы сделала все то же самое, и вот эту одну оставшуюся ячейку просто отдала бы на спинку. Если у нас 2 дополнительные ячейки появилось, то есть, допустим, 72, то я по одной ячейке отдала бы на каждую полочку. Ну что ж, давайте начнем провязывать левую часть. Мы теперь будем вязать только вот эту часть, я ее отделила. Подрез у нас провязываться не будет. И теперь в первом ряду
мы уже как бы делаем убавку. Поэтому вместо 6 воздушных петель мы набираем 4. Первая, вторая, третья, четвертая. Поворачиваем вязание. И теперь делаем 2 накида. Провязываем ближайший столбик. Таким образом у нас здесь получается вот такой треугольник. Мы как бы сделали с вами убавку. Далее я вяжу по рисунку нашему. 2 воздушные петли, столбик. 2 воздушные петли, опять столбик. И так вяжу до вот этого маркера. Последний столбик у меня будет находиться вот здесь, прямо где маркер. Провязала первый ряд после разделения. Теперь набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. С этой стороны мы убавки делать не будем, поэтому, когда мы находимся с этой стороны, набираем, как обычно, 6 воздушных петель. Поворачиваем вязание. И теперь убавки мы будем делать только в нечетных рядах. То есть мы с вами провязали первый ряд, следующая убавка будет в третьем. И так мы провяжем 12 рядов, чередуя один ряд с убавкой, один ряд без убавки. Вот этот ряд сейчас будет без убавлений. Вяжется он таким образом. Вяжем по рисунку нашему. Все как обычно здесь. И таким образом, также по рисунку, довязываю до последнего столбика. Довязываю ряд, набрала 2 воздушные петли и теперь вот над этим столбиком провязываю столбик с 2 накидами. А где у нас находятся воздушные петли, там мы уже ничего не провязываем. Все, вот так завершаем ряд. Далее набираем опять 4 воздушные петли, как мы делали с вами в первом ряду, вот здесь в начале. Первая, вторая, третья, четвертая. И мы таким образом как бы делаем убавку, убавляем одну ячейку. Далее делаем 2 накида и в ближайший столбик провязываем столбик с 2 накидами. Все, мы с вами опять возвращаемся к нашему как бы первому ряду. И теперь вяжем этот ряд до конца. Довязываю ряд. Провязываю столбик, где у нас воздушные петли, так как я нахожусь сейчас со стороны проймы. Убавление у нас происходит только с этой стороны. Опять набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Так как мы сейчас находимся где пройма, где подреза. Поворачиваем вязание. Делаем 2 накида и провязываем столбик. Опять ряд довязываю до конца. Последний столбик у нас вот здесь находится. И завершаю уже 4-й ряд столбиком с 2 накидами. И по такой логике сейчас вяжем 12 рядов. 4 мы уже провязали, то есть остается 8. Провязала 12 рядов и теперь провязываем последний ряд, 13-й, он у нас с убавкой идет. 4 воздушные петли и поворачиваем вязание. А если у вас другое количество петель и вы понимаете, что вам такой длины проймы недостаточно, то вы можете провязать дополнительные ряды без убавлений или сделать еще убавки, если у вас слишком много получилось ячеек. При этом запоминайте, сколько вы провязали рядов, так как на всех остальных деталях вам нужно будет провязать такое же количество рядов. Довязали ряд, теперь вытягиваем нить и оставляем длинный кончик. Из этой петли можно вытянуть нить. Далее поворачиваем на лицевую сторону, вот она у меня, и приступаем к вязанию спинки. У нас здесь маркером отмечен подрез. От второго маркера, то есть оставляя 5 ячеек, мы сейчас будем вязать. И будем провязывать 30 ячеек до следующего подреза, до его начала. Заводим крючок, где столбик. И набираем 6 воздушных петель.
Первая, вторая, пятая, шестая. Нить здесь оставляем, после чего мы ее будем закреплять. Делаем 2 накида. И над следующим столбиком провязываем столбик с 2 накидами. Спинка будет вязаться без убавлений, то есть здесь мы с вами вяжем такой же рисунок, как мы вязали в начале. Сейчас таким образом довязываю до начала следующего подреза. И последний столбик провязываем прямо, где у нас располагается нить желтая. Ну и все, теперь вяжем просто поворотными рядами и провязываем 30 ячеек. И так на протяжении 13 рядов, то есть также провязываем 13 рядов, как и на полочке. Спинку довязала и оставляем небольшой кончик, вытягиваем нить из петли. Далее будем провязывать последнюю деталь и приступаем к вязанию с лицевой стороны. Берем нить, заводим вот сюда за столбик, где у нас желтая нить. Оставляю вот здесь 5 ячеек. Набираем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И сейчас вяжем ряд практически до конца без изменений, не довязывая вот здесь 2 ячейки. При вязании этой детали у нас будет отличаться убавка. Все, осталось 2 ячейки. Набираем 2 воздушные петли. Далее 2 накида. Теперь начинаем провязывать вот этот столбик, но не до конца. Провязываем 2 петли, еще раз 2 петли и последние 2 петли не провязываем. Вместо этого мы еще набираем 2 накида и начинаем провязывать следующий столбик. Провязываем 2 петли, еще 2 петли и на крючке у нас остается 3 петли, мы их провязываем. Все, вот такая убавка у нас получается. Набираем 6 воздушных петель и приступаем ко второму ряду. Он вяжется без изменений, без убавок. Делаю накид и вот за этот столбик провязываю столбик с 2 накидами. Довязываю второй ряд. Здесь у нас никаких изменений не было. Набираю 6 воздушных петель, поворачиваю вязание и приступаем к третьему ряду. Здесь опять не довязываем 2 последние ячейки. 2 ячейки осталось. Набираем 2 воздушные петли. И сейчас будем делать убавку 2 недовязанных столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида. Заводим за столбик. Провязываем 2 петли. Еще 2 петли. Эти 2 оставляем. Делаем 2 накида. Заводим крючок за воздушные петли. Вытягиваем, провязываем 2 петли. Еще 2. Остается 3, и мы их все сразу провязываем. Продолжаем вязать таким образом, опять же, пока у нас не будет 13 рядов. Довязали, и теперь обрезаем нить, оставляя длинный кончик для того, чтобы сейчас все сшить. Вытягиваем нить из петли и вставляем в иголку. Далее нам нужно сделать плечевой шов. Делать мы его будем на изнаночной стороне. И я сейчас поставила маркер на 9 столбике. Отсчитала от спинки 9 столбиков и поставила, так как у нас с вами на полочке осталось 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот этот последний считаем за 1. Теперь поворачиваем детали лицом к лицу. Вот таким образом. Сейчас у меня лежит ко мне лицом. Я разворачиваю. Вот так. Повернули. И вот так теперь повернули. Так как у нас нить с этой стороны находится. Теперь вот так соединяем детали и приступаем к пришиванию. Первую косичку мы пришиваем вот таким образом. А у второй детали подхватываем только одну стенку петли. Далее у ближайшей детали мы подхватываем заднюю стенку петли,
а у дальней детали наоборот переднюю. И продолжаем так на протяжении всего плечевого шва. Далее нам нужно провязать рукав. Один я уже провязала. С другой стороны также делаем плечевой шов. И теперь будем вязать сам рукав. С нашего подреза начинаем. Берем нить. И теперь вот здесь на середине подреза вводим крючок за столбик. Примерно на середине. Набираем 6 воздушных петель. Оставляем кончик, чтобы потом его спрятать. Далее делаем 2 накида. Провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли. И следующий столбик. Вот у нас здесь идет подрез. Далее начинается сама пройма. И мы сейчас крючок будем вводить вот сюда. Делаем 2 накида. И заводим за вот этот столбик. За первый столбик проймы. После чего мы будем вязать уже по самой пройме. Набираем 2 воздушные петли. Делаем 2 накида. И теперь заводим крючок вот сюда за первую ячейку. Огибаем ее как бы. Провязываем столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли. 2 накида и заводим крючок за следующую ячейку. И так повторяю вплоть до подреза. То есть сейчас мы будем вязать рукав по кругу. Поэтому повторяем то же самое, доходя до плеча. И хочу показать, вот дошла до плеча. Делаю 2 накида, провязываю столбик. 2 воздушные петли. 2 накида. Эти нити оставляем и заводим крючок за следующую ячейку. Все, теперь вяжу по вот этой стороне до предпоследней ячейки. Провязала в предпоследнюю ячейку. 2 воздушные петли, 2 накида. И теперь провязываю столбик вот сюда в центр, разделяющий подрез и начало вязания проймы. Две воздушные петли. Теперь опять продолжаю вязать по подрезу до начала вязания. И какая ситуация у нас здесь получается? Мы с вами провязали вот так до конца. Теперь мы всегда так будем делать. В конце провязываем 2 воздушные петли. И теперь находим наши 6 воздушных петель от начала вязания. Отсчитываем с нижней, начиная с нижней 4 петли. 1, 2, 3, 4. Заводим за нее крючок. И провязываем соединительный столбик. У нас на крючке 2 петли. Мы подхватываем рабочую нить и вытягиваем через 2 петли на крючке. Все, таким образом мы соединили ряд. Далее опять набираем 6 воздушных петель. И теперь мы будем вязать в круговую, но поворотными рядами. Поэтому нам нужно вязание развернуть. Мы сейчас будем вязать как бы изнутри. То есть вот так. Делаю 2 накида. Нахожу первый столбик, завожу крючок и провязываю. 2 воздушные петли, 2 накида. Нахожу следующий столбик и провязываю. Здесь мы уже подхватываем не ячейки, а вяжем за сами столбики. И так вяжу до конца ряда. То есть до вот этих начальных 6 воздушных петель. Дошли до начальных 6 воздушных петель. Набрали 2 воздушные петли. И теперь находим 4-ю воздушную петлю. 4-я. Заводим крючок, делаем соединительный столбик. Набираем 6 воздушных петель, поворачиваем вязание. И получается, мы сейчас уже будем вязать по лицевой стороне, не по внутренней. Делаем 2 накида и начинаем провязывать. Так мы чередуем и вяжем 9 рядов. 2 уже провязали, сейчас на 3-м находимся.
И довязала 9 ряд. Делаем соединительный столбик в конце. Вытягиваем рабочую нить и обрезаем. Теперь нам нужно обработать всю кофту вот таким образом, а также сделать завязки. Начиная с левой части, сейчас будем обрабатывать. Берем нить, заводим крючок вот сюда, где у нас были столбики без накида. Набираю одну воздушную петлю и теперь буду прятать нить в самом вязании. Завожу крючок вот сюда в ячейку, провязываем столбик без накида. Далее провязываем еще один столбик сюда же, в эту же ячейку. После чего заводим крючок вот сюда, между двух ячеек. Провязываем один столбик. Далее 2 опять в ячейку, первый, второй, один за вот этот столбик. И так продолжаем до нашего выреза, то есть до вот этого треугольника, где мы начинали делать убавки. На этом месте у нас будет завязка. Дошла до треугольника, теперь набираю цепочку из воздушных петель, которую мы с вами набирали в начале вязания. Я набрала цепочку 30 сантиметров, у меня получилось 73 петли. Запоминаем это количество, так как для другой завязки нужно будет такое же количество петель набрать. И их мы будем сейчас провязывать, эти воздушные петли, но не столбиками без накида, а соединительными столбиками. То есть заводим крючок во вторую петлю, подхватываем рабочую нить и вытягиваем, и эту же петлю протягиваем через петлю на крючке. Еще раз заводим крючок за следующую воздушную петлю, вытягиваем и протягиваем ее же через петлю на крючке. Сильно я здесь не затягиваю. Так продолжаю по всей цепочке. Довязала. И теперь, чтобы у нас не было вот здесь никакого разрыва, мы в это же место провязываем еще раз столбик без накида. Все. Теперь вяжем по такой же логике, как мы вязали ранее. Несмотря на то, что у нас здесь идут убавки. Вяжем 2 и 1 посередине. Я довязала до детали спинки, и здесь мы также, как и по остальной части изделия, вяжем по 2 столбика без накида в саму ячейку, а один, получается, мы провязываем за столбик. Все, теперь довязываем до последней здесь, получается, убавки, вот эту часть. Дошла до треугольника, провязываю в него 2 столбика, один вот сюда в серединку столбика, и теперь набираем 73 воздушные петли. И теперь опять провязываем соединительными столбиками, начиная со второй воздушной петли до конца всей цепочки. Провязала, теперь опять в это же место провязываю еще один столбик без накида, после чего вяжу по такой же схеме, как мы делали с вами ранее. Провязываю до конца. Дошла практически до конца. Вот здесь в конце делаем соединительный столбик. Теперь обрезаю нить. Теперь как же все эти нитки нам спрятать? Я беру иголку с большим ушком. Она может быть металлической, может быть пластиковой, любая, какая у вас есть. И закрепляем нити мы на изнаночной стороне. Я делаю узелок.
Далее провожу иголку с ниткой по нескольким ниточкам на основном полотне. То есть запутываю. После чего нить можно обрезать. Все, со всеми остальными нитками проделываем то же самое. То есть у нас здесь их много, мы их все таким же образом прячем. И вот такая кофта у нас получилась. А если мастер-класс вам понравился, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. И всем до скорых встреч!